Всем привет! В споре, что лучше проектор или телевизор для домашнего кинотеатра, я бы хотел поставить точку. Лазерный 4К проектор Genovox B7U Pro – это флагманская модель проектора с ультракоротким фокусом. Он идеально подходит для домашнего кинотеатра, а особенно если использовать его с ALR экраном до 120 дюймов. Отдельный обзор на такой выдвижной экранчик у меня уже был. Всем, кто не посмотрел, настоятельно рекомендую. Ведь только с таким экраном можно полностью раскрыть весь потенциал лазерного 4К проектора и даже заменить им телевизор в дневное время или при включенном освещении. Проектор дает нам очень большую яркость, целых 3700 ансилюмен, родное разрешение 4К и отлично отображаемые HDR10 и 3D видео. Короче, о плюсах и минусах короткофокусного лазерного проектора после 3 недель использования я расскажу в этом обзоре. Поставляется проектор в большой картонной упаковке. Если быть точным, то коробка двойная, а внутри все защищает какой-то вспененный материал. Вес комплекта 14 кг, из которых более 10 кг это сам проектор. Можно сказать, реально увесистая и брутальная модель. В комплекте у нас имеется кабель европейского типа, что очень хорошо. Дальше кабель с китайской вилкой, что для нас безразлично. Вот такой маленький симпатичный пультик. Есть и еще одна вилка непонятного происхождения, возможно какая-то американская или еще какая-то. Руководство пользователя на английском языке, ничего интересного нет. 4 маленьких болтика и вроде бы все. Ну и конечно же не обошлось без нашего крутого проектора. По всему периметру лазерного проектора выполнена перфорация для охлаждения. С одной стороны воздух втягивается в корпус, а с противоположной выдувается. И там стоит по 2 вентилятора. Спереди находится 2 динамика по 10 Вт каждый. Если выбрать в настройках проектора режим UMax, то звучание становится объемным и появляется глубокий бас. У меня даже напольное покрытие довольно сильно вибрировало в метре при уровне громкости 30%. Все порты для подключения техники расположились на задней стороне. Из портов есть древний RC232, 2 USB 2.0, 2 HDMI 2.0, один из которых ARC, аудио 3,5 мм, оптический порт, коаксиал и LAN порт на 1 ГБ. Высота лазерного проектора регулируется 2 винтами на нижней стороне. Это позволяет подогнать картинку под размеры экрана. Там же можно найти 4 резьбовые отверстия под кронштейн, чтобы закрепить проектор на потолке или где-нибудь еще. Сверху расположена кнопка включения и выключения проектора с подсветкой. После выключения картинка гаснет, а вентиляторы некоторое время продолжают работать, чтобы охладить внутренности. К сожалению, линза шторкой не прикрывается. Картинку на экран проецирует лазер. Чтобы не слепить близко стоящего к экрану человека или вдруг подошел ребенок или животные, предусмотрен датчик движения, который моментально выключит проекцию. Функция включается в настройках, и я рекомендую ее активировать, поскольку проектор и правда очень яркий, а глаза нужно беречь. В качестве источника используется мощный лазерный диод на 120 мВт и с длиной волны 456 Нм. Если кто еще не понял, почему он называется короткофокусный, то объясняю. Обычный проектор ставится от экрана в нескольких метрах и желательно по центру экрана, а этот ставится снизу и всего в 15 см для 100-дюймовой проекции. За производительность отвечает центральный 4-ядерный процессор, 2 ядра Cortex A73 и 2 ядра Cortex A53 по 1,7 ГГц. Графический процессор Mali G51. Установлены 3 ГБ оперативы и 64 ГБ встроенной памяти. Частота обновления картинки 60 Гц. Имеется двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, а еще присутствует возможность раздавать интернет, но при условии, что в проектор он будет заходить по кабелю. За компенсацию движения в быстрых динамических сценах отвечает технология MEMC, которая называется оптимизация движения, то есть все резкие сцены становятся плавными и без размытий. Проще говоря, ваши глаза не должны напрягаться и уставать даже при длительном просмотре этого проектора. Размер экрана можно выбрать в диапазоне от 75 до 150 дюймов. Яркости будет достаточно, но целесообразно использовать именно 100-120. Точность автоматической или ручной установки проверяем с помощью тестовых таблиц. У меня получилось почти идеально. ALR экран разработан специально для ультракороткофокусного
короткофокусных проекторов. Его материал имеет специальную оптическую пилообразную структуру и светоотражающий фильтр, что обеспечивает потрясающую производительность при рассеянном потолочном освещении. Таким образом, проецируемый свет будет эффективно отражаться на зрителя, а потолочный и боковой свет будет поглощен. На этой картинке, думаю, все понятно изображено. А вот что мы получаем на фоне телевизора. Также прошу вас обратить внимание на белую дверь. На экране мы получаем сочную, яркую и приятную для глаз картинку. Разница с телевизором минимальна, а может даже и лучше за счет полного отсутствия бликов. Но все же для максимального погружения и создания атмосферы кинотеатра просмотр фильмов лучше оставлять на вечернее и ночное время. И уж тогда вы 100% получите море впечатлений и только положительные эмоции от своего домашнего кинотеатра. А уж тем более в паре с короткофокусным лазерным 4К проектором. В общем, в темноте изображение настолько крутое и сочное, как будто перед вами не проектор, а качественный дорогущий телевизор, тысяч примерно за 500, да еще и с диагональю аж на 100 дюймов. При подключении к ноутбуку любой шрифт читается, он очень контрастный и на обычных проекторах такого качества просто не достичь, так что его легко можно использовать как игровой монитор. Counter-Strike, конечно, особо не поиграешь, ведь там даже задержка в миллисекунду порой играет очень важную роль. А вот гонки, стратегии, GTA и прочие очень даже легко. А если еще и установить внешнюю акустику, то погружение в игру будет максимальным. Проектор поддерживает работу в 3D с затворными очками, но они, к сожалению, в комплект не входят и приобретаются отдельно. Нас встречает вот такой рабочий стол. Это у нас Android. Android, конечно, здесь не очень полноценный, скажем так, китайский, потому что здесь нет привычного нам Play Market. И чтобы установить приложение, нужно немножко заморочиться. Для начала вам придется с интернета скачать необходимый APK-файл, потом закинуть его на флешку, и уже через флешку можно будет кое-как установить сюда определенные приложения, либо игры. Первое, что у нас есть, это медиацентр. Здесь мы видим карта памяти SD, это встроенная память 50 гигабайт. Выше можно переключаться на видео, изображение, музыка, либо другой тип файлов, например, какие-нибудь документы. Следующее, менеджер ТВ. Здесь в процентах показывается уровень загрузки процессора, оперативной памяти и встроенного хранилища. Можно делать оптимизацию, удалять мусор, сканировать безопасность и управлять приложениями. Установленные приложения можно удалять, загружать и очищать данные. Либо же очищать память можно одной кнопкой, нажав вот сюда. Пройдемся по настроечкам. Здесь у нас изображение. Верхние два пункта у нас не активны. Их можно регулировать, скорее всего, только в процессе воспроизведения видео. Имеется оптимизация движения. У меня стоит на высоком. Динамическое шумоподавление включено. Динамическая глубина резкости тоже включена. Умный фильтр тоже включен. Настройка звука. Объемный звук рекомендую включить. Отдельно можно отрегулировать эквалайзер. Здесь вот прописаны все основные частоты. Динамик. Здесь вы выбираете источник звука. Это могут быть динамики проектора, который, кстати, очень хороший, звук у него прям реально крутой. Я думаю, что дополнительные колонки вам здесь даже и не пригодятся. Но здесь их можно выбрать, если что. Задержка выходного сигнала стоит на нуле. Ночной регулятор громкости у меня выключен. Системный звук у меня стоит звук курантов, можно его выключить. Это вот эти звуки, которые слышны при переключении меню. Можно поставить также звук природы. Пусть будет звук курантов. Далее настройки интернет. Сейчас подключен Wi-Fi. Также можно подключиться кабелем. Ну и вот здесь у нас есть сетевая информация. Далее Bluetooth. Можно его выключить, либо подключить какие-нибудь дополнительные устройства. Например, колонки, наушники, либо джойстик для игр. Система. Язык стоит русский, имя устройства, сетевая информация, настройка часового пояса, подключи и используй, подключение к периферийным устройствам, такие как игровые приставки,
начать использовать немедленно. Короче, в английской версии это Plug and Play. Выключение без использования. Это таймер на выключение проектора. Здесь активация заставки. Выбираете время заставки. Можно включить или выключить индикатор на проекторе, то есть подсветку клавиши питания. Настройка источника света. Здесь имеется 3 режима. Стандартный, выделение, это самое яркое, и сохранение энергии, самый тусклый экран. Защита глаз от ближнего света. Данный флажок у нас активирует датчик, который стоит возле линзы. Как я уже говорил, он срабатывает на движение и просто отключает дисплей, если в его поле зрения попадает какое-нибудь движение. Например, сейчас я вот здесь проведу рукой. Caution. Be careful with your eyes from the light inside. Все, экран потух, и у нас было голосовое предупреждение о том, что нужно выйти из зоны датчика. Настройки HDMI, переключатель HDMI, проектор включается автоматически, автоматическое отключение устройства и переключатель ARC. Это настройки для вот той флешечки, которую я вам уже показывал. Она нужна, чтобы при включении проектора автоматически выдвигался экран. Также и при выключении проектора экран будет сам у нас сворачиваться на место. Ну и последнее, это сброс к заводским настройкам. Также есть настройки экрана, режим отображения, фронтальная проекция, обратная, фронтальная подвесная и обратная проекция. Короче, здесь можно перевернуть картинку слева направо, либо перевернуть ее сверху вниз. Калибровка изображения. Здесь регулируется картинка, углы можно подтягивать. Делается это кнопочками лево-вправо. Моторизованная фокусировка. Здесь регулируется фокус. Кнопочками вверх-вниз регулируется центр, а кнопками лево-право регулируются углы. Вот на правую сторону посмотрите сейчас. Это был правый верхний угол. Ну, также можно и остальные углы регулировать. Также имеется сброс всех настроек экрана. Последнее, что есть в настройках, это обновление. А именно обновление системы. Сейчас мы проверим прошивку на наличие новой. Поздравляем, на вашем проекторе уже установлена последняя версия, то есть обновление нам не требуется. Далее источник. Это источник ввода HDMI 1, HDMI 2, либо медиацентр. Многоэкранное взаимодействие. Здесь можно с телефона выводить картинку на проектор. Для андроида вот вам нужен Miracast будет, а на айфоне нужно просто включить трансляцию. Во время работы шум минимальный, на уровне 30 дБ. Его акустическая система не просто динамик, а именно акустическая система 2 по 10 Вт. Выдает четкие высокие частоты, стабильные средние и мягкие басы. Качество звука вполне приличное и легко заглушает работу вентилятора. Что касается системы охлаждения, то нагрев присутствует в зоне размещения силовых элементов, то есть блок питания и подсветка, а также в месте размещения источника лазерного излучения. Даже при долговременной работе нагрев относительно небольшой. Подводя итог, могу сказать, что полноценно этот лазерный 4К проектор раскрывается только вместе с ALR экраном. Он выдает маловато деталей в темных сценах в HDR видео при просмотре днем, но зато отлично показывает SDR контент типа телепередач и спортивных программ. Ночью из-за зашторенными окнами классно показывает 4К HDR10 видео. Цвета не ядреные, а очень даже натуральные. Картинка в 4К получается максимально детализированной и четкой. Это сразу бросается в глаза даже на такой диагонали по сравнению с Full HD проектором. Еще он классно показывает 3D видео. Картинка получается очень глубокая, смотреть на максимальной яркости ночью комфортно. Прошивка от Changhong не имеет Play Market, но его можно установить через APK файл, равносильно как и другие приложения и даже игры. Также у вас всегда есть возможность подключить к нему Android TV Box с тем же Android TV, а еще круче компьютер или ноутбук. Там и посмотреть, что будет, и даже поиграть сможете. К минусам отнесу отсутствие автофокуса и аэромыши в комплекте. Ну и цена пока что остается на уровне стоимости крыла самолета. Однако телевизор на 100-120 дюймов обойдется гораздо дороже, а показывать будет примерно так же. На сегодня у меня все. Ссылку на проектор и ALR экран я оставлю в описании под видео. Надеюсь, обзор вам понравился и был интересным. Кстати, сегодня последний день глобальной распродажи, поэтому поторопитесь приобрести все, что давно хотели, и до скорой встречи.